Всем привет! Продолжаем наши псевдогайды. Итак, первый момент. Я там в видео говорился. Я сказал, что по стандарту в структуре идет паблик. Это так, все верно. Но в классе по стандарту идет private, если у нас не указано ничего. А я сказал, что protect оговорочка вышла. Ну, бывает. Итак, возвращаемся к тому, что мы делали. Мы создали нашу компоненту, мы хотим создать хп. Ну и вообще, чтобы там статы были какие-нибудь, не обязательно хп, но мы будем на хп и стамине условно сейчас практиковаться. Итак, мы создали компоненту, и нам надо добавить туда хранилище, где все это будет храниться. Есть несколько способов. Можно просто добавлять вот эти вот флоты, чисто хп, чисто макс хп, там, стамина и так далее. Просто флот. То есть, если мы ее откроем, на блюпринтах бы показать, вот, не та кнопочка. Таким вот образом, то есть мы создаем один флот, создали второй, третий, четвертый, пятый, десятый, то есть такая вот пачка. Это все здорово, но это неудобно. То есть смысл в чем? Что я хочу написать такой метод, который будет взаимодействовать сразу со всем. То есть, если я хочу, допустим, извне, чтобы у меня работало какое-то увеличение чего-то, плюс 5, допустим, я же не буду для каждого прописывать, для хп отдельно писать, для стамины, для маны, для еще какой-нибудь фигни. И вот это все растет, и потом, когда мы добавляем новое, нам надо опять идти добавлять. Правильно? Мы же так не хотим, не хотим. Также мы хотим, чтобы это было удобно пользоваться и понятно. Для этого я предлагаю использовать teamup. Что такое teamup? Это у нас такое хранилище двух значений. Сейчас я поудаляю вот это вот все. Хотя зря удалил. Ладно, у нас вот integer есть, как мы делаем это в блюпринтах, и вот, допустим, name. Что это получается? Получается, что у нас два значения здесь хранится. Первое, уникальное значение, в данном случае это int, которое является ключом. И второе значение это name, которое является значением. Вот. Я хочу использовать его в качестве ключа. Я хочу, чтобы был enum. Наш enum. И по нему нам удобно был поиск и так далее и тому подобное. Нам надо его создать. Давайте создадим enum. Вот это мы удалим. Давайте создадим enum. Так. Нет. None. Убираем попочку. Попочка enums. И это будет state. Ух, почти. State. State, state. Есть вероятность, что он уже занят, этот state. State. Ну, давайте state попробуем, и если что, узнаем заодно. Create класс. Так, мы записали enum, создали быстренько вот так вот estate, записали. В общем, как создавать enum я показывал, поэтому быстренько все тут пропускал. Итак, мы его создали, теперь нам надо его записать. Что мы хотим, какие нам параметры там нужны. Нам нужен current health, нам нужен max health, и нам нужен кто? Да, нам нужен реген, да, условно. Давайте это сделаем. Как раз за счет регена покажу таймеры в дальнейшем. Итак, что мы прописываем? Правильно, мы прописываем health current или current health. Давайте health current будет вот так вот. Я думаю, uMeta мы их обозначим. uMeta, правильно? Display name here health current
current, то есть текущий показатель нашего здоровья. Дальше у нас есть health max, то есть это наш как бы максимальный. Даже Юмета, display name, health max. Так, Ctrl-D, сдублирование. Здесь у нас health regen пусть будет. Реген. Сюда тоже реген добавляем. Реген. Окей. Дальше тоже Ctrl-D. Не забываем про запятую. И все то же самое делаем со стаминой. То есть стамина current. Стамина current. Стамина max. И стамина что? Реген. Да, ставить пробел сюда. Ставить пробел и сюда ставить пробел. И про запятые не забыть. Иначе он ругается. Ему без запятых не нравится. Вот, все поставили. Хорошо, есть. Мы создали это. Теперь нам нужно создать тимап. Давайте F7. Он сейчас может начать ругаться. Так, ну, в принципе, то, о чем я и говорил. Он будет ругаться на state. Давайте его переименуем. State name какие-нибудь создадим. То есть у нас есть вот этот наш ename state. Вот здесь добавляем name в название. Заодно покажу, как именно менять. По-моему, я уже показывал, но тем не менее. А теперь заходим в public, точнее в private, enums. Здесь тоже добавляем name. Все, мы файлы поменяли. Теперь для того, чтобы это все применилось, правой кнопочкой на этот Generate Visual Studio Project Files. Да, я, по-моему, показывал эту всю историю, но еще раз покажу. Ждем, там такая вот штучка появится у вас. Все, она закончилась. Когда сюда перейдете, Reload All произойдет. Вот эти вот файлы, они все поудаляются. То есть они как бы все, их нет. Вот этот мы закроем. Откроем наш проект. Можно просто клик сделать. Вот он, header файл. И нужно в private зайти тоже в плюсовый файл, только не в этот, вот этот. Вот здесь нужно поменять state name, записать state name. И здесь тоже state name. State name, все. Всему так должно полегчать. Да, помимо этого, я же забыл еще одну вещь сделать. Uenum. Uenum, вот такую вот вещь. И то, что это blueprint type. Blueprint type. Это тоже очень важно, чтобы он все это делал. Было успешно забыто, пропущено. Это плохо. Ну, бывает. Бывает такое. Так, есть. Он у нас компилировался, сбилдился и так далее и тому подобное. Все хорошо. Теперь я хочу создать здесь. Я его буду создавать в Protected, то есть чтобы у нас чайлда его получили, но больше никто не имел доступа к нему. Также я хочу, чтобы в блюпринтах к нему был доступ, то есть visible anywhere. Даже, наверное, не visible anywhere, а edit anywhere, edit anywhere, пусть править. А вот blueprint только разрешаем править, read only. Ну и категория мы ставим, что это state master компонент или state map, state master компонент. Все, пусть будет так, неважно. Что это? Это teamup, правильно? Как teamup прописываем, делаем вот такие вот скобочки, и в эти скобочки записываем первое. Это ключ, это наш enum. State name. Я, кстати, не поменял ему state name.
Сюда вот не добавил state name. State name. Таким вот образом делаем. State name первым залетает туда вторым. Что? Правильно, float. Можно double. Double это то же самое, что float, просто более точное. То есть больше после запятой циферок. В 2 раза. Ну, в общем, вот так вот мы делаем. И давайте state map. Пусть будет, я в своем проекте тоже так, по-моему, называл его state map. Итак, enum он не знает, что это такое. Мы, естественно, его добавляем. Добавить enum через это не получится, через forward declaration. Он его не воспримет, поэтому мы его добавляем вот таким вот образом. То есть enums state name. Вот мы его добавили. Хорошо, он отобразился. Есть. Нам нужно теперь сделать какие-нибудь... Ну, вообще, геттеры вряд ли нам понадобится делать по той причине, что у нас... Ну, вот, короче, в общем, как понадобится, так и сделаем, правильно? Сейчас как-то не особо есть смысл. Итак, мы получили вот наш tmap. State map есть. Давайте мы его F7 дождем, посмотрим какие-нибудь приколы. Может, тоже что-то забыл. Такое бывает. Запускаем, ждем. Так, вот он запустился. И вот мы видим наш tmap, который мы можем добавлять. И максимальное значение у нас есть. То есть то количество, которое мы ввели. Соответственно, у нас есть health current, health max, health regen, stamina current, stamina max и stamina regen. Соответственно, мы можем взять и ввести их прямо здесь. То есть взять, указать, что у нас их 100. Здесь тоже 100. То есть текущее 100, максимальное 100. Реген какой-нибудь 1. Стамина 100. Этот 100. Этот реген 1. И самое интересное, что мы теперь можем делать. У нас есть вот этот товарищ. За счет того, что мы его сделали этим, мы его не сможем достать. Хорошо, мы это здесь делаем. Не столь важно. Мы берем, достаем state map и достаем find какой-нибудь, что мы хотим. Health current, правильно проверить. Давайте print string делаем и проверяем. Проверяем 100. Здорово. Взяли. Зашли, выбери, пожалуйста, класс default. Взяли, поменяли health current на, ну давайте лучше max. Давайте не так сделаем, вот это вот я сдублирую. Вот здесь будет health current, а вот здесь будет health max. И таким образом мы берем, здесь пишем 200. Словно. Ну и вот он как бы все отображает, то есть стоит 200. То есть мы создали наш health, и в следующий раз мы научимся их изменять. Ну как изменять? Это просто метод, который то же самое, просто минус делает плюс. Тут изменять это ладно. Больше интересно отображение, правильно? И реген добавить, чтобы реген работал, потому что мы это указали его в значениях, и реген добавить. Ну а чтобы все это было видно не на принтах, это нужно делать на виджетах. Поэтому в следующий раз разберем виджеты. То есть как их тоже создавать, как из плюсов с ними работать и так далее и тому подобное. Вот как-то так. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И всем пока.